Кто дежурный? Я. А почему нет мела? А разве нет? Перед уроком был. Вот как? Значит, он убежал. В таком случае, поди верни его. Тетя Броша, дайте, пожалуйста, мел. Что с вами, тетя Броша? Кто вас обидел? 20 лет прослужила. Слова худого не слышала. А теперь дурой старой назвали. Кто? Кто вас назвал? Спасибо и на том. Бог с ним. При чем тут Бог? Никто не имеет права оскорблять. Кто вас обругал? Юра обругал. Опоздал он. Ну, я ему и говорю. Мне не велено пускать. Иди к директору, говорю. Он мне старый дура говорит. Итак, Китов, что ты должен доказать? Равенство углов. Я должен доказать равенство углов в равнобедренном треугольнике. Доказывай. Для доказательства равенства углов в равнобедренном треугольнике надо Квадрат гипотенузы. На доску смотри. квадрат гипотенузы помножить на сумму квадратов катетов. Прекрасно. Доказывай. Нужно устроить показательный суд. Шурка будет за прокурора. Надо отлупить его как следует, чтоб помнил. Поляков. Покажи, что у тебя в руке. Я тебя спрашиваю, что ты писал на уроке? Оставь класс. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Спасибо. Дело меня такое к вам, понимаете, неприятное привело. Да, я вас слушаю. Беда с ребятишками, сами знаете. Лучше в их дела не суваться. Сами разберутся, кто прав, кто виноват. Одному подзатыльник, другому подзатыльник. Такой у меня, понимаете, суд. Такая, значит, вроде система. Но уж когда до воровства доходит, тут знаете... Я вас не понимаю, о каком воровстве вы говорите? Ну, воровство не воровство, а обман. А насчет обмана у меня строго. Вашего сыночка ножик? Не знаю. У него есть, во всяком случае, был перочинный ножик. Но этот или другой, я затрудняюсь сказать. Его ножик. Мой обормот признался, Миша Поляков, говорит, дал. Он от него ножик получил, а от меня ремня по известному месту. За что же? Может быть, Миша и дал ему этот ножик? Дать-то он дал. Но вот вопрос, за что? Он за этот ножик все мое обмундирование отдал. Я ведь раньше на флоте служил. Ну, сами понимаете, остались вещички кое-какие. Бескозырка, тельняшка, брюки, клеш. Я не видела у Миши ни тельняшки, ни бескозырки, ни брюки клеш. Прячет до поры до времени. Хотел я в милицию обратиться, но зачем, думаю? Ведь это придут, протокол, ведь это, знаете, пятно на всю жизнь. А тут
По-соседски, между собой можем как-нибудь разобраться. Чего же вы хотите? Да ничего особенного, вот. Заберите ваш нож, а мне вещички верните, которые мой обормот вашему передал. Хорошо. Я спрошу у Миши. Он придет из школы, и я узнаю. Если он что-нибудь взял у вашего сына, он обязательно вернет. Да что вы. Он же отопрется и глазом не моргнет. Сейчас самим поискать надо. Нет. Без Миши я этого делать не стану. Вот как? Ну что ж, тогда придется милицию позвать. А уж милиция церемониться не станет. Сразу обыск, скандал на весь дом. Сообщат в школу. Можете обращаться куда угодно. Мой сын не вор. Вы сами сказали, что они обменялись. А обмен не воровство. Кстати, ножичек заберите. Я не уверена, что это Мишин ножик. Ну, знаете, я трудящий человек, не интеллигент какой-нибудь. Мне мое добро дорого. Могу получить, когда захочу, полное имею право. Может, прикажете самому поискать? Могу. Уходите отсюда сейчас же. Или зовите милицию. Иначе я позову. Так, значит. Зря. Люблю заниматься у Барфеда. Не придира, не зануда. На уроках делай, что хочешь. Хороший парень от Барфед. Побольше бы таких Барфедов. Преподавателя рисования зовут не Барфед, а Борис Федотович. Повтори. Борис Федотович. Борис Федотович Романенко. Повтори. Борис Федотович Романенко. Вот так, и ты запомни это. Бяшка несчастная, не мог раньше меня предупредить. Холодное оружие? Интересуешься? Да. Я тоже. У меня небольшая, но любопытная коллекция. Можешь посмотреть, если хочешь. Спасибо. Очень хочу. Но при одном условии. Если ты в классе будешь смотреть на натуру, а не в книгу. Хорошо, Борис Федотович. Кит. А Кит? Чего? Ты из какого океана? Следует уловить пропорции. Вам, Китов, нужно больше интересоваться живописью, развивать художественный вкус, а вы ничем не интересуетесь. Ну-ка, назовите мне великих художников, которых вы знаете. Ну, что же вы молчите? Ведь вы были с классом в Третьяковской галерее. Вспомните. Репин. Репин. Правильно, Репин. А какие картины Репина вы помните? Иван Грозный убивает своего сына. Иван Грозный убивает своего сына. А еще какие картины, каких художников вы помните? Романенко нарисовал лошадь. Романенко нарисовал лошадь. Что? Что вы сказали? Что он нарисовал лошадь. Кто он? Ну как это его? Романенко. Я думал, Барфет. Ну и Барфет. Думал. Я просто так сказал. А ты как попугай повторяешь. Привык на подсказках выезжать. Не выдавай. Попался, так выкручивайся. Садитесь. Я никогда не знал за Китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной плоскости. Но поскольку Китов все-таки вздумал остричь, то остроумие это довольно низкого сорта.
Китов, очевидно, предполагает, что Борис Федотович не стал великим художником из-за своей бесталанности. Я могу уверить его, что это не так. Борис Федотович человек очень талантливый. Окончил Академию художеств. Перед ним была широкая дорога к известности, славе. То есть к тому, что, по мнению Китова, только и достойно уважения, Борис Федотович стал учителем рисования. То есть тем, что, по мнению Китова, уважения недостойно и может служить предметом его глупых шуток. Борис Федотович создал бесплатную художественную школу для детей рабочих. Он искал способных ребят, привлекал их в школу и учил. Это заставило его сделать пример собственной жизни. Жизни человека из народа, перетерпевшего огромные лишения, чтобы заниматься искусством. Потому что искусством в то время могли заниматься только очень богатые, обеспеченные люди. Вот на что ушла жизнь Бориса Федотовича Романенко. Да, нужно было изменить весь строй, создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала революция. И все же, оценивая жизнь Бориса Федотовича Романенко, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться. Ей руководила чистая и благородная цель. Рассказываю вам это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель – это звучит гордо. Но есть в культуре незаметная, будничная работа, ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта. И вот если кто-нибудь из вас станет знаменитым человеком, пусть он, увидев скромного учителя, с почтением снимет перед ним шляпу, помня, что именно он, учитель, воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы – человека. Вот о чем хотел с вами поговорить. Ну, а теперь прошу продолжать урок. Борис Федотович, извините меня, это я подсказал Китову. Значит, и киты попадаются на удочку. Ты зачем тетю Брошу обругал? Тебе какое дело? Что ты на меня так смотришь? Ты не смотри, а то быстро схлопочешь. Ишь ты какую привычку взял оскорблять технический персонал. Это тебе не дома на прислугу орать. Тебе придется извиниться перед тетей Брошей. Я буду извиняться перед уборщицей. Уж этого вы не дождетесь. Чего ты с ним так разговариваешь? Вот так надо. Ребята, Альма заболела, немецкого не будет, рассадись по домам. Тихо! Тихо! Будет классное собрание. Как будто нельзя в другой раз собрание устроить, обязательно сегодня. Нельзя. На собрании я не останусь. Я есть хочу. Обсуждаем вопрос о Юре. Слово имеет Геннадий Петров. Юра опозорил наш класс, он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие. Теперь не царский режим. Небось, Алексей Иванович он так не назовет, побоится. А тетя Броша простая уборщица. Вообще, пора прекратить эти барские замашки. Юра скаут, а скауты заодно с буржуями. Предлагаю исключить Юру из школы. Юра индивидуалист. Он отделяется от коллектива. Он написал в своей анкете, что хочет быть похожим на Печорина. Но Печорин эгоист. Губит Беллу, обманывает Мэри, высокомерно относится к Максиму Максимовичу. Печорин прямо говорит, какое мне дело до бедствий и радостей человеческих. И если мы все будем подражать Печорину и думать только о себе, то все люди передерутся. Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а исключать его из школы – слишком суровое наказание. Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру.
Генка в 1000 раз больше хулиганит, чем он. А еще пионер. Я считаю, что прежде всего нужно выслушать Юру. А я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Я принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку. Это ограничивает нашу свободу. А извиняться я не буду. Не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять все, что вам угодно. Мне это глубоко безразлично. Товарищи, инцидент с тетей Брошей надо рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем? Мы имеем 2 факта. Первый – оскорбление женщины, что совершенно недопустимо. А второй факт – употребление слова «дура». Такие слова, товарищи, засоряют наш язык. Наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов. Не Некрасов, а Тургенев. Вообще-то они вместе сказали. Но Некрасов все же немного раньше. Я предлагаю, товарищи, запретить употребление слова «дура» и тому подобных слов. Давайте по существу. Говори, Зина. Ребята, это же ужас. Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юрку защищать. А если он нравится Лёле Подволоцкой, пусть она так прямо и скажет. Потом Шурка. Он пишет девочкам на уроках записки. Я тебе не писал. Поэтому она и злится, что не писал. Ты мне не писал, зато Лёле Подволоцкой писал. Потом Генка. Он всегда меня на уроках расхохатывает. Юра обругал тетю Брошу, потому что считает, что он выше ее. Я предлагаю, чтобы Юра извинился перед тетей Брошей. Если он не согласится, то поставить этот вопрос вычком. Пусть решает вся школа. Кто за это предложение? Кто против? До завтра. Я тебе объясняю. Мне нужна была ленточка от матросской бескозырки. Борька мне ее дал, а взамен получил ножик. Вот и все. Но Филин сказал, что пропала не только ленточка от бескозырки, но и бескозырка, и тельняшка, и брюки. Я не знаю, что у него пропало. Пусть спрашивает у своего Борьки. Филин приходил не случайно, и его приход меня очень тревожит. Я чувствую какую-то опасность для тебя. Тем более, что ты что-то скрываешь от меня. Зачем тебе понадобилась эта ленточка? Понадобилось. Когда Филин ушел, я вышла в магазин. И на улице опять встретила его. Он стоял с высоким человеком очень неприятного вида и что-то говорил ему. И я убеждена, что он передавал ему наш разговор. Я хотел по этой ленточке узнать, служил ли Филин на линкоре императрица Мария. И оказалось, что служил. Давно ты интересуешься холодным оружием? Я не могу сказать, Борис Федотович, что я интересуюсь холодным оружием. Меня интересуют только кортики. И много видов кортиков ты собрал? У меня есть только один кортик. Прямо скажем, небогатая коллекция. Да я не коллекционирую. Просто у меня есть кортик, и я никак не могу определить, что это за кортик. Такой таинственный кортик? Да. На нем стоят 3 клейма. Волк, скорпион и лилия. И я никак не могу в них разобраться. Ну, видишь ли, не видя кортика, я также вряд ли могу разобраться. Волк. Это клеймо золенгенских мастеров Германии. Такие клинки назывались волчата. Очень знаменитая марка оружия. Скорпион – клеймо итальянских мастеров из города Милана. Ну и, наконец, лилия – это флорентийского мастера Параджини. Кто же сделал этот кортик? Понимаешь, в чем парадокс? Все эти мастера жили в XVI веке, а кортики появились только в XVII. Зачем же здесь эти клейма? По-видимому, мастер, который изготовил этот клинок,
хотел показать, что его марка самая знаменитая. Безвестные мастера прибегали к таким трюкам. Значит, по этим клеймам ничего нельзя узнать? По-видимому, нельзя. Но я что-нибудь придумаю. Вернулся? Да. Я еще посижу у вас. Я могу определенно сказать, что этот кортик изготовлен в России русским мастером. Это видно по материалу, по отделке. Ну, волк, скорпион и лилии только запутают дело. Это русский кортик. Но какой? В России было 3 образца кортиков. Морской кортик, 4-гранный. А твой 3-гранный это уже не подходит. Кортик егерей. Он гораздо длиннее, чем твой. Значит, тоже не подходит. А вот такие кортики носили полковые оружейные мастера при императрице Анне Иоанновне. Значит, твой кортик мог носить оружейный мастер времен Анны Иоанновны. Да, но мне это ничего не дает. А что ты, собственно, хочешь? Я хочу знать бывшего, вернее, последнего владельца этого кортика. Ну, последний владелец этого кортика, тот, от кого ты его получил. Да, я понимаю. Но ведь кортик непростой, на рукоятке змейка. Да, вижу, змейка. Что вы делаете? Не беспокойся. Видишь, какая-то зашифрованная надпись. Точки, черточки, кружочки. В рукоятки мечей вкладывались мощи святых. И рыцари перед боем прикладывались к ним. Отсюда и пошел обычай целовать оружие. Я слышал, что это литария. Но что это, я не знаю. Ну, литарея – это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Если это литарея, то здесь только половина текста. Где-то должна быть и другая. Вот и получилась 10-значная литорея. Так, пиши. С. И. М. Что получилось? Сим. Так, прекрасно. Дальше. Г. А. Д. О. М. Что получилось? Гадом. Сим гадом. Прекрасно. Вы не видели мальчика в коричневой куртке с красным галстуком? Теперь прочитай все вместе.
Сим гадом завести часы. Понеже проследует стрелка. Полудень башни самой повернутой быть. Странная надпись. Значит, эта бронзовая змейка и есть тот самый гад, которому надо завести часы. Но не достает часов, которые надо завести. У тебя есть на примете такие часы? Нет. Смертный бой, но даже смерть, то и тогда никто нас, товарищи, не победит. Это был он, тот высокий. Какой высокий? Я каждый раз хожу за тобой, сегодня опоздала и наткнулась прямо на него. Близок день, вырастай и не волнуйся. Красный, миру новому на день. Разворачивайтесь в марше, Юндень празднует СССР. Тише, товарищи старшие! Твое слово, пионер! Беспризорных детей, брать из мраморного хлева, накормить и одеть. Эй, левой, левой, левой! Левой, левой, левой! И так решили. В школу и обратно ходить только втроем. Один никто из нас не имеет права выходить за пределы двора. Я вас оставлю на часок, схожу в магазин. Только обо мне не беспокойтесь. Я на казенной квартире, на казенных харчах. Ничего, ничего. Я по этому вопросу кое-что узнал. Мне случайно попался морской сборник 1916 года. Здесь перечислены те, кто погиб при взрыве на линкоре «Императрица Мария». И какая штука вышла? При взрыве погибло очень много офицеров, я тебе про них рассказывал. Но по имени Владимир только 3. Иванов, мичман, Терентьев, капитан 3-го ранга, Неустроев, лейтенант. Но кого из них убил Никитский и кому принадлежал Кортик? Вот некрологи. Послушай, интересная штука. Трагическая смерть унесла В.В. Терентьева, выдающегося инженера российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П.Н. Подволоцкого, давали ему основания стать для вооружения русского флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П.И. Терентьев. Вооружение сухопутных войск. Может быть, это и есть тот самый оружейный мастер? А я о чем? Тут написано, что предок его был знаменитый. Значит, о нем должно быть написано в энциклопедии. Нет, в военном справочнике. Пойдемте в Румянцевку, Румянцевскую библиотеку. Ну что ж, можно пойти. Но сначала дождемся мать. И сделаем так. Первым выйдешь ты. Я следом за тобой. Между прочим, здесь у вас написано, что у этого офицера учителем был Подволоцкий. А у нас в классе девочка учится, Лёля Подволоцкая. Может быть, они родственники? Все может быть. Да, вот еще что. Кортик я оставлю у себя. Не беспокойся. Придет время, верну. Я ж тебе его подарил. Значит, он твой. Ну, а пока что собирайся.
участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине, Терентьев Поликарп Иванович, создатель первой конструкции водолазного прибора, известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата «Трапезунд». Вот видишь, пригодился твой оружейник. Слушай, Миша, у меня к тебе будет большая просьба. Вы с ребятами ни во что больше не вмешиваетесь. Остальное будут делать те, кому это положено делать. Добро? Добро. Мы достали ножны, провели серьезные исследования, все выяснили. А теперь, когда остается только взять клад, он забирает у тебя и ножны, и кортик. Тихо. Лёля! Лёля, скажи, пожалуйста, Подволоцкий, профессор морской академии, твой дедушка? Да, а что? Видишь ли... Дедушка давным-давно умер, а жива только бабушка и тетя Соня. А они не знали дедушкиных учеников? Дедушка проводил лекции один, без бабушкиной помощи. Секретничаете? Да. Миша интересуется моими предками. Если они тебе так нужны, могу дать их адрес. Кто там? К Подволоцким. От Лёли Подволоцкой. Подождите. Здравствуйте. Проходите, молодой человек. За беспорядок извините. Теснота. От холода спасаемся, вот и перебрались в одну комнату. Да, дровишки нынче кусаются. Мама, не успел человек войти, а вы уже о дровах. Соня, молчи. Ты спрятала ключ? Да. Вы не знали Владимира Владимировича Терентьева? Как вы сказали? Владимир Владимирович Терентьев. Офицер флота. Учился в академии. Нет, я такого не знала. Как же вы не помните, маман? Это несчастный Вальдемар, муж Ксении. Ах, Ксения. Вальдемар, боже мой, несчастный Вальдемар. Он погиб? Меня интересует судьба его семьи. Я знала Вальдемара, давно это было. Ох, ну, это было очень давно. Очень давно это было. Как ее звали? Господи, дай Бог мне памяти. Ксения. Ксения Сигизмундовна. Простите, Сигизмундовна? А брата вы ее не знали? Валерий Никитский, красавец, офицер блестящий, тоже погиб. Я его мамашу тоже знала. Как это Мария Гавриловна, неприятная женщина. Но она, конечно, не была дворянкой, была из простых. Но теперь это в моде, простые. Я должна сказать, странная семья. Какие-то привидения, тайны, кошмары какие-то. А где они теперь?
Они жили в Петербурге? Ну, адреса я не знаю. Адрес можно узнать, ведь на письмах к папе есть обратный адрес. Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь? Я вас очень прошу, я сам все сделаю. Что надо передвинуть? Соня, найди ему, слышишь? Найди. Слава, я уезжаю на концерт. Если папа задержится, ужинай без него. Даша тебе приготовит. Хорошо, хорошо, мам. Миша, голубчик, это правда, что вы уезжаете в какой-то там лагерь? В какое-то Карагаево? Да. Вероятно, поедем. Слава, не смей купаться. Тебе врачи запретили. Мам, в лагерь-то мы поедем летом, а не сейчас. Только такой легкомысленный человек, как твой отец, мог согласиться на такое безумие. Отпустить ребенка одного на все лето, неизвестно куда, неизвестно зачем. Жить в каких-то палатках. Не смей там бегать босиком. Слушаюсь. Ладно, читаю снова. Его превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому. Так, обратный адрес от М.В. Терентьева. Санкт-Петербург, Мойка, дом С.С. Васильевой. Значит, адрес есть. Еще одна открытка от 12 декабря 1915 года. Тоже очень интересная. Читаю. Уважаемый Петр Николаевич, пишу с вокзала. До поезда 30 минут. И я лишен возможности засвидетельствовать вам свое почтение лично. Задержался в Пушкино, а к месту назначения должен явиться не позднее 15-го сего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный вам Владимир Терентьев. А может, Мойка это вовсе не улица? Мойка? Это речка. Как же интересно, что они в речке проживали. Хорошо, я пишу. Ну, теперь клад от нас никуда не уйдет. В те времена все боялись Берона и прятали от него сокровища. И еще, тому, кто найдет клад, принадлежит 25%. Свою долю мы сразу заберем, а то потом за ней целый год ходить будешь. Разбогатеть хочешь? Да ты что? На эти деньги построим стадион. Летом будет футбольное поле, зимой каток. Для ребят вход бесплатный. Никаких контролеров-билетеров за версту близко не подпускать. В клад я не верю. Но уж если бы был клад, то лучше построить детские дома для беспризорников. Или, например, музыкальные школы. Ты что? Думаешь, музыкальные школы не нужнее стадионов? Музыкальные школы? Кому они нужны? И вообще, Славка, если ты собираешься вступить в комсомол, советую тебе позаботиться о своем будущем. Ведь ты, кажется, собираешься стать музыкантом. Допустим. И что из этого? Как что? Комсомолец и вдруг музыкант? Ха-ха. Что это за Паганини такой? Паганини? Это такой музыкант. Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке. Но он сыграл на одной струне. И никто этого не заметил. Подумаешь, у моего отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играл. Расставит бутылки и сыграет, что хочешь. Посмотрел бы я, как твой Паганини сыграет на бутылке. Ты на сборе был? Беседу о задачах комсомольцев слышал? В чем заключается задача комсомольцев? Строить коммунизм. Так? Так. Но при чем тут музыка? Как при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тренькать. Этот номер тебе не пройдет. Ты много построишь. Строитель нашелся. Конечно. Кончу семилетку. Буду металлистом. Настоящим рабочим. Там меня в комсомол без стажа возьмут. Верно, Миш, я говорю? О, вся компания в сборе. Ну, здравствуйте, гуси-лебеди. О чем?
была такая горячая беседа. Петроград, адресный стол. А кого это вы разыскиваете? Так, пап, одного человека. Дела секретные. Ну, хорошо. А о чем же все-таки был разговор? Мы, пап, говорили о профессии. Я говорил, что хочу стать музыкантом. А Генка утверждает, что комсомолец не может быть музыкантом. Я этого не говорил. Я сказал, что кроме музыки надо иметь еще одну настоящую специальность. Вот что я говорил. Айда, Генка, молодец. Возьми с полки пирожок. Правильно. Специальность иметь необходимо. Надо сначала твердо стать на ноги, а вот потом хоть канарейкой пой. Вот Бородин. Был великий композитор, а сначала стал химиком. А музыка – это ремесло такое воздушное, неопределенное. Так что… А разве мало людей искусства прославили Россию? Чайковский, Глинка, Репин, Толстой. Ну, брат, ты хватил. Это же гиганты, титаны. Это же не каждому дано. А я согласен со Славой. Он будет музыкантом. А на его месте пусть учится кто-нибудь другой. Ну, не сговорится нам. Когда мне было 14 лет, мать все говорила, жалела меня. Как ты будешь пробиваться в жизни? Пробиваться? Слово-то какое? А ты говоришь, пусть на его месте учится кто-нибудь другой. А он этого другого и в глаза не видал. Ему важно, чтобы государство получило еще одного инженера. А разве это плохо? Почему плохо? Я говорю, что вы думаете иначе, чем мы думали в вашем возрасте. Да, Генка, разбили они нас. Почему нас? Вас, а не нас. Вот тена. Ты же только что был согласен с моей точкой зрения. Когда это было? Скаут несчастный. Откуда мы можем знать, где и когда родилась Марья Гавриловна Терентьева? Ну что мы можем сделать, если в адресных столах такой порядок? Я же говорил, надо ехать в Питер. Ох, и задается. Надо писать. Опять писать. Да, опять. Написать секретарю комсомольской ячейки справочного бюро. Так, знаешь, повежливее ему написать, что спрашивать. Год рождения и место рождения – это бюрократизм. И его надо выжечь каленым железом. Разве вежливо требовать, чтобы выжгли каленым железом? Ну, хорошо, не каленым железом. Но про бюрократизм надо указать. Что им сложно съездить на мойку и все узнать? Нужно смотреть, куда едешь. Вот ты и смотри, для тебя одного дорога, что ли? На такой ломачине можешь ползать дома или во дворе. Ползать? А ну, Белый, покажи этому пижону. Да брось ты, Генка. Испугались? Вы на словах все храбрые, а на деле… Я испугался, да? Давай 2 круга. Молодец, Белый. Становитесь оба. Брось, Генка. Отстань. Брось! 1, 2, 3. А ну, Белый, даешь рекорд! Уйди. Все кончено. Прости, прощай, подружка дорогая. Если бы у тебя был такой велосипед. Не утешай, я стойкий. В субботу приглашаю на день рождения. Теперь я уже выбываю из детского возраста. Ну, Генка,
Вот это да! На какие-то капиталы ты все оборудовал? Отец прислал. Я говорю Геннадию, тебе этих продуктов на месяц хватит. А он и слушать не хочет. Ставь на стол, и дело с концом. Весь в отца. И конфеты отец прислал? Монпансье? Геннадий сам купил. Тетя, ведь я вас просил. Ну хорошо, молчу. Значит, чего-то продал. Сам свои костяные шахматы продал? Зачем? Надо было. Вон Мишка тоже продал свою коллекцию марок. Ну, Мишка, понятно. Он собирается купить кожаную куртку, хочет быть похожим на настоящего комсомольца. Возможно. Если бы я знал, что ты ради угощения продаешь свои вещи, я бы к тебе в гости никогда не пришел. Ну. Читай. Здравствуйте, ребята. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых. Но бывшая домовладелица Васильева, которую я разыскала, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны. А его мама Терентьева жила где-то под Москвой. С комсомольским приветом, Куприянова. А на открытке Терентьев написал: задержался в Пушкино. А это и есть где-то под Москвой. Как дела, Коровин? Движутся помаленьку. Сдал на 4-й разряд. Буду получать рублей 90 в месяц. Ну, молодец. Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо. Покажи. Ход хороший. Сколько камней? 15. 2 камней не хватает. Каких 2 камней не хватает? На 1 камень часы положить, другим прихлопнуть. А ты знаешь, за что убил брат брата? Это сказка про Каина. Что-то они там не поделили. Нет. Один убил другого за то, что тот рассказывал старые анекдоты. А меня в комсомол принимают. Живут же люди, а мы все в пионерах ходим. Вот только с летней колонией у нас что-то не получается. Надо найти дом, усадьбу какую-нибудь. Наш Севастьянов хлопочет, а дело не идет. Геннадий, ну что ж ты не приглашаешь гостей за стол? Угощай. Дорогие гости, принимаю поздравления и подарки. Да, чуть не забыл. А где второе? Второго не достал. Ну ничего, поездишь пока на одном, а там видно будет. Как так на одном? Вот так, на одном. Прошу к столу. Подожди, у меня тоже есть подарок. Разыграли. Значит, коллекция марок, кожаная куртка, шахматы. Графы сбежали, а Николай Севастьянов хочет здесь приручить всю беспризорную орду во главе с Коровиным. Могли не тащиться за столько верст. Тебе что, плохо? Я не говорю, что плохо. Я только объясняю, что Николай мог сказать, что мы не просто делаем однодневную вылазку, а ищем усадьбу для трудколонии. Ребята! Ребята, Николай зовет всех. Как с усадьбой? Все растащено, запущено, разорено и неизвестно, кому принадлежит. Но самая большая трудность – это собрать сюда ребят. Зимой они живут в детдоме, а летом разбегаются. Вот я и думаю, предложить им провести лето в такой вот усадьбе. Правда, можно еще поискать. Ну что ж, мы сейчас с Коровиным сходим в деревню, а потом пора собираться и домой. Вы нас не ждите. Почему? Есть кое-какие дела. А, ну хорошо, как хотите. А мы? А вы с нами. Идем. Сначала пойдем по этой улице, потом по другой. Главное, не пропустить ни одной таблички. Лучше спросить в сельсовете. Кого спросить? Терентьеву? Да. Это вызовет хотя бы подозрение. ее. Подумаешь, кого бояться. Старушка сама обрадуется, когда узнает, что мы найдем клад.
Видишь? На табличке только номер дома. Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Загородная вылазка? Почему к нам не зашли? Вы же знаете, где мы живем. А мы, собственно, и идем. К тому же у нас есть одно дело. Какое дело? Так, ерунда. Тетку разыскиваю. Тетка? Да она же в Москве живет. Та тетка в Москве живет, а это совсем другая. А у меня их несколько. Другую я нашел, а эту никак не могу найти. Знаю, что в Пушкино живет, а ни дома, ни улицы не знаю. А как ее фамилия? Мы всех знаем здесь. Терентьева Марья Гавриловна. Терентьева Марья Гавриловна? Она живет рядом. Пойдемте, мы вам покажем. Это длинная история. Ведь она думает, что Генка умер, а он, оказывается, жив. Ее надо сначала подготовить. А то, если бухнуть ей так, то у нее от радости может случиться разрыв сердца. Здоровье у нее хрупкое. Мы с ней почти не знакомы. В общем-то, вы никому не говорите. И отцу своему, ладно? Папа умер. Извините. Я не знал, как же вы теперь? Одни живем, работаем 2+2, воздушный аттракцион. Вот здесь она живет. Что ты с одним поленом возишься? Полено какое-то суковатое. Никак его не разрубишь. Чёртово полено. Брось его, возьми другое. Полено упрямое, а я его еще упрямее. Посмотрим, кто кого переупрямит. Приезжаем сюда в свободные дни, когда не выступаем. Так надо переехать в Москву? Жаль бросать этот дом. Здесь жили папа и мама. Мы здесь будем всю неделю. Приезжайте к нам в гости. Скажи, можно залезть к вам на чердак? Конечно. Зачем это тебе? Они определенно ищут клад. Я еще в прошлый раз заметила. Клад? Уж кто-кто, а я-то не буду заниматься такими мелочами. Можно я пойду посмотрю сверху на двор Терентьевых? Это можно с лестницы. Терентьева одна живет? Вроде одна. А что ты шепотом спрашиваешь? Да так просто. Эй, вы! Я думал, что вы замерзли. Хвост ты лисий, вот ты кто. Марья Гавриловна, наш учитель по рисованию – страстный коллекционер холодного оружия. Ему случайно попался кортик работы Поликарпа Терентьева, но никаких данных о нем он не мог собрать. Он обращался и в Петроград, и в библиотеки, но все было бесполезно. Поликарп Терентьев – это его дом. Вот он и сам. Валерий Сигизмундович, боже мой, вы так тихо вошли, я ничего не слышала. Валерий Сигизмундович – друг нашего бедного Владимира. Он теперь живет здесь. Добрый вечер. А это мальчик Миша из Москвы. Интересуется работами Поликарпа. Но, право, я не знаю, чем я могу ему помочь. Откуда такая страсть к холодному оружию в столь раннем возрасте, молодой человек? Из Ревска. Я, пожалуй, пойду.
Марья Гавриловна, а то меня заждались домашние. Я провожу молодого человека, Марья Гавриловна. На улице темно. Это будет благородно с вашей стороны, Валерий Сигизмундович. Ну, Михаил, 1000 лет будешь жить. Но ничего. Что вы скажете по поводу показаний Полякова? Я уже все сказал. У вас есть более авторитетные показания, чем измышления этого ребенка, инсценированные, кстати, гражданином Полевым. Да, действительно, гражданин Полевой служил на линкоре императрица Мария, не раз подвергался с моей стороны дисциплинарным взысканиям и теперь решил свести со мной счеты. Помощников для этого, кроме этих детей, у него не нашлось, да и не могло найтись. Итак, вы Сергей Иванович Никольский. И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой, как бывший товарищ ее сына Владимира Владимировича Терентьева, погибшего при взрыве линкора императрица Мария. Именно так. И я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер. Хорошо. У вас есть вопросы к свидетелю? Какие у меня могут быть вопросы? И вообще, разве можно серьезно обсуждать это? Я убил Терентьева, и после этого живу в доме его матери. У вас есть вопросы к свидетелю? Какие вопросы? Он всю правду и истину сказал. Петров, я не спрашиваю вашего мнения по поводу показаний Полякова. Я спрашиваю, нет ли у вас к нему вопросов. Когда вопрос ясен, вопросов быть не может. У вас есть вопросы к свидетелю? Дополнения какие-нибудь? Нет. У вас? У меня есть. Разрешите? Пожалуйста. Знаком вам этот предмет? Впервые вижу. Пригласите свидетельницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Свидетельница Терентьева, назовите, пожалуйста, фамилию этого гражданина. Никольский. Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились? Во время войны он приезжал ко мне с письмами от моего сына Владимира. А где ваш сын? Он погиб при взрыве линкора императрица Мария. Вы убеждены, что именно при взрыве он погиб? Конечно. Мне прислали официальное извещение. Вам прислали вещи? А разве их могли прислать? Линкор взорвался и потонул. Вы узнаете этот кортик? Да, это наш. Это его кортик, Владимир. Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик цел? Почему вы молчите? Так как фамилия гражданина? Никольский. Оглашаю показания свидетеля Полевого, служившего на линкоре императрица Мария.
7 октября 1916 года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана 3-го ранга Терентьева Владимира Владимировича. Целью убийства было похищение кортика. Организация банды, грабеж, убийство. Против этих фактов вы не сможете возразить. Как вы могли? Самым сильным увлечением Поликарпа Терентьева было водолазное дело. Но все его проекты подъема кораблей для того времени казались фантастическими. О тайнике знал только один человек в доме, глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Часов в доме много, но в каких из них тайник, я не знаю. По-видимому, в тех, которые были еще при Поликарпе Терентьеве. Почти все часы старинные и, вероятно, существовали еще в его времена. Но вот эти как будто бы сделаны или собраны самим Поликарпом. Все разложено по морям. Даже Индийский океан. Английский корабль «Гросвенор» затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз. Золото и драгоценные камни. Давайте-ка лучше наши моря осмотрим. А, вот, Черное море. Так, Трапезунд. Корабль крымского хана Девлет-Гирея. Так, Черный принц затонул 24 ноября 1854 года в Балаклавской бухте, разбившись в шторм о прибрежные скалы. Груз 5 миллионов рублей золотом. Да тут целый список. Точные координаты места гибели. Да, для нашего судоподъема работы хватит. Будем поднимать корабли, ремонтировать их. И пусть плавают по морям, океанам. Ну, а если плавать не годятся, то золото и драгоценности пригодятся нашей молодой республике.
Ну что ж, ребят, спасибо. И как говорится у вас в таких случаях, будьте готовы. Всегда готовы. Вот кортик. Это память. Ты имеешь полное право хранить его. Ну, держи. Вот так будет лучше. А мы скоро уезжаем. И надолго. По России на гастроли. Эй-эй, я вас ищу. Я думал, вы замерзли. Хвост ты лисий, вот ты кто.